Всем привет, меня зовут Александр, добро пожаловать ко мне на канал. Я тестировщик, который переехал с семьей в Швецию в ноябре 2021 года, начал вести этот YouTube-канал. Изначально целью канала было предоставление информации о переезде в Швецию, но сквозь года мы тут затронули многие темы. И поиск себя, и интеграция детей, и работа в IT, велопрогулки, ну, в общем, много всего. Как и всегда, я всем делюсь на этом канале, и исключительно это про наш опыт, про мое мнение и тому подобные вещи, так что имейте это в виду. Мы живем в эпоху кромешного пи***ца, который идеально писал Кац в одном из своих видео. Если вы не видели, то погуглите. Я делаю все сам на канале, поэтому монтаж, съемка, озвучка, все это делаю я. Так как кроме этого у меня есть еще работа, семья и прочая жизнь, то получается вести мой канал то, как получается. Но у меня есть желание его развивать, делиться своими впечатлениями, эмоциями, наблюдениями о жизни в Швеции и Европе в целом. Поэтому спасибо за вашу поддержку, поставьте лайк, напишите коммент, это очень ценно. В сегодняшнем видео хотел поговорить о сегодняшней реальности в Швеции и Европе, поделиться мыслями, опытом. И, как известно, на моем канале одним из самых выстреливших видео было ожидаемо видео про плюсы и минусы жизни в Швеции. Поэтому сегодня я тоже затрону эту тему, но, наверное, немножко в другом формате. Поэтому давайте начинать. В сегодняшнем моем видео будет видеоряд из прекрасного природного заповедника Никельсвиккенс Натуррезерват в районе Нака. Если неправильно произнес, поправьте меня. Восточнее центрального Стокгольма он находится. В общем, посмотрите на экране название, рекомендуем к посещению. Всей семьей мы в Швеции уже более 3,5 лет, а это, в принципе, уже такой достаточный срок, чтобы что-то понять про себя в эмиграции, про страну и про какие-то плюсы и минусы говорить более осознанно. За это время Швеция и работа тут позволила нам всем, ну или только мне, ввиду моей сферы деятельности, побывать во многих странах. Например, в Эстонии, в Польше, Португалии, Испании, Франции, Греции, Италии и даже пару раз в Нью-Йорке. Для нашей семьи путешествие – это и есть то, ради чего мы работаем, зачем нам, в принципе, нужны деньги. Это приносит нам искреннюю радость, а самое главное – долгосрочные воспоминания о прожитых вместе минутах в разных частях света. Также для нас очень важно дарить нашим детям возможность посмотреть мир. Мы верим, что именно в этом кроется мироощущение во более взрослом возрасте для них, поэтому нам особенно ценно разделить этот опыт всем вместе, пока дети еще не выросли и с нами находятся. Чем помогает и чем мешает нам в этом Швеция? Ну, помогает она нам, конечно, предоставляя достойную заработную плату по стране и, в принципе, зарплату выше средней для IT-специалистов. Моя супруга работает, одновременно учится на няню детского сада, работника продленки в детской шведской школе. Объединив заработок от этой работы и один заработок айтишника, можно вполне себе жить достойной жизнью обычного европейца. Ну, что здесь можно иметь в виду? Там, купить какую-то машину, может быть, не новую, может быть, БУ, оформить в ипотеку какую-нибудь квартиру в пригороде, ну или жить просто на аренде первой руки, путешествовать минимум один раз в год, море, вот это все. Ну, в общем, вы знаете, наверное, среднестатистический зарабатывающий россиянин именно так себе представляет фразу «жизнь удалась». И все это, в принципе, работает. Из минусов конкретно Стокгольма – это, естественно, транспортная доступность, отдаленность от Центральной Европы, что иногда прям сильно удручает. Особенно, когда смотришь на время/стоимость перелета из Стокгольма в какой-нибудь солнечный Порто, Берлин, Мадрид, Рим, ну и так далее. С другой стороны, Швеция большая, и частично можно попытаться устранить этот минус, переехав южнее и ближе к большему транспортному хабу, типа Мальмё, или ближе там, к Гетеборг, может быть, вообще в Копенгаген, сменив на Данию, но это уже совсем другая история. Также стоит упомянуть шведскую школу, которая не располагает к путешествиям
вне школьных каникул, а, как сами понимаете, ценник на авиаперелеты, на гостиницы и на любое перемещение по миру резко возрастает во время школьных каникул, поэтому это боль всех родителей. В общем, мы с вами. Пример нашей семьи и нашего окружения показал на практике, что красота воистину в глазах смотрящего. Мы встречались с разными экспатами, тем, кто позитивно смотрит на вещи в Швеции, Европе, в мире, кто-то наоборот, и по нашим наблюдениям, люди с позитивным настроем в 100% случаев лучше всего проходят адаптацию и интеграцию. Так что если соберетесь переезжать, не забудьте взять в багаж побольше позитива, он и вправду работает. Он работает изнутри наружу, открывая себя другим людям, создавая позитивные прочные контакты, заряжает на успех в прямом смысле этого слова. Ну а те, кто выбирает противоположный путь, обретают себя на бесконечную варку самих себя и своего окружения в бульоне недовольства, минусов, злости и прочего. Поэтому рекомендую думать об этом и выбирать правильную сторону. За 3,5 года проживания мы свыклись с неспешностью и непосредственностью сервисов, начиная от парикмахерских, заканчивая доставками готовой еды, даже начали находить в этом свои плюсы. Ведь если все вокруг замедляется, значит неизбежно замедляешься и ты сам, и это в самом хорошем смысле этой фразы. Ты больше рефлексируешь, думаешь о том, чем ты занимаешься, чем ты действительно хочешь заниматься. Это помогает тебе жить более осознанно и чувствовать, что ты живешь, а не существуешь. За эти годы мы вышли из всех гонок и соперничества по достигательству, выражающимся в покупке квартир и домов, уровнях заработка и марки машин. На смену пришло понимание достаточности, планирования, разумного потребления и умению радоваться малому. Например, поездки после работы на пляж или сходить на хайкинг или какие-то такие вещи. За 3,5 года жизни в Швеции 3 из 4 членов нашей семьи спокойно говорят на шведском. Но вы поняли, да, кто выпал? Наверное, тот, кто работает в IT. И вы совершенно правы. Причем самая младшая, промолчав почти год в детском саду, как-то сразу резко заговорила на шведском, как на родном. Но во многом, конечно, здесь помогли педагоги, которые окружали, среди которых было немалое количество коренных шведов. Спасибо шведской системе интеграции, учителям. В общем, все это действительно работает, как показывает наш пример. При этом мы, конечно, продолжаем поддерживать русский язык у детей через русскоязычное стокгольмское комьюнити, посещая всякого рода развивашки, общаясь с людьми русскоговорящими в Стокгольме, ну и тому подобные вещи. Также очень многие хаят шведскую медицину. Мы с медициной сталкивались. От сдачи крови ребенку до посещения акюта и 3-часовых ожиданий приема при переломе руки. Об этом, кстати, у нас есть видео на канале. Посмотрите, если не видели. Я бы сказал, что медицина в стокгольмском регионе на хорошем уровне. Ты можешь сдать кровь на чекап, попасть к стоматологу, в том числе русскоязычному, наблюдать ребенка у семейного врача при аллергиях, прочих напастях. Даже есть телемедицина, которая для детей абсолютно бесплатная. Мы даже, по-моему, лечили бородавки удаленно, и нам подсказали, как их правильно вывести, что купить и как действовать. Так что никогда не было никаких проблем. И в целом мы довольны. И, в принципе, я не припомню ни одного раза, чтобы мы уходили с приема врача с каким-то бестолковым советом, типа «выпейте парацетамол». Так что это лично наш такой опыт. Многие переживают за стоматологию, что это везде дорого и тому подобное. Ну, дети получают лечение на уровне плюс-минус российских платных клиник за налоги, которые, соответственно, все платят в общий котел. Ну, а взрослые могут лечить зубы многими путями. При необходимости, то есть просто платить из кармана каждый раз, когда вам нужно что-то лечить, ходить в платную клинику или просто ходить в государственную стоматологическую службу, либо оформить страховку на зубы по подписке и вообще не париться тогда про свои зубы. Все у вас будет ежемесячно списываться, как страховка за жилье или еще что-то, и
вообще можете не переживать об итоговой стоимости. Она не превысит стоимость вашего обслуживания. Ну, конечно, в рамках покрытия страховки, если мы не говорим о протезировании и каких-то таких сложных операциях. Ну и просто можно ходить, конечно, в частные клиники. Каждый вариант доступен, выбор есть. Ну а если не устраивает выбор внутри самой Швеции, пожалуйста, балтийские страны с удовольствием примут вас. И, наверное, даже больше вероятность, что вы там встретите русскоязычного специалиста. Летите в Польшу, Эстонию. Ну а если предпочитаете совместить стоматологический туризм с туризмом морским, то и в Турцию можно слетать. Там местный ценник, в принципе, не так плох. И он достаточно конкурентоспособен, если сравнивать со шведским. Пока что у нас самое большое разочарование проживания в Швеции – это грядущие изменения процесса получения гражданства. И речь не про экзамены по культуре и языку, а именно про изменение самих сроков. Вместо 5 лет постоянного проживания в стране минимальная планка двигается в сторону 8 лет. Мы лично не понимаем, каким именно способом влияет срок проживания в стране на твою способность голосовать и обладать правами гражданина. И для нас эта мера, конкретно по поводу срока получения гражданства, выглядит как полнейший бред и популизм со стороны партии, которая имеет большее влияние сейчас в Швеции. Что именно предлагается изменить? Как я уже сказал, увеличить срок проживания в Швеции до 8 лет. Якобы, что это помогает убедиться, что человек действительно интегрирован и знаком с обществом. Ну, на примере моей супруги, которая за 3 года проживания в Швеции прошла все возможные курсы интеграционные, которые предлагаются шведским правительством, выучила язык, нашла работу, уже несколько лет успешно работает. Я не понимаю, что в ее жизни должно еще измениться, чтобы она была легитимна для получения гражданства. То есть, что еще ожидается от человека? Что эти 8 лет дадут? Я не знаю. Также они вводят такое требование, как вести честный образ жизни, ну, что, в принципе, имеет, так сказать, смысл. Отсутствие судимости, долгов, честная законная жизнь, ну, вполне поддерживаю. Финансовая независимость, то есть должен иметь определенного рода стабильный доход и деньги, не полагаясь на социальную помощь, абсолютно имеет смысл. Ну и экзамены на знание языка, общества, культуры абсолютно справедливо и только поддерживаем. Ну и нужно теперь лично посетить миграционное агентство будет, когда примут эти изменения, чтобы предоставить всю информацию, куда ты там ездил и так далее. Уже сейчас при подаче на гражданство усиливаются какие-то меры, в том числе, если раньше достаточно было заполнить более какой-то легкий формуляр на каком-то веб-сайте, сейчас, насколько я читал в прессе, присылают бумажный вариант анкеты, какой-то огромный, где нужно все заполнить, куда ты выезжал, заезжал в течение всех этих лет, пока ты постоянно проживал в Швеции, донести сам на себя ты должен, а если ты сам на себя не донесешь, то это значит за любые там нарушения, то если их выявят, то тебе откажут. В общем, очень такая странная система. Но к ней вопросов меньше, чем вот именно к сроку. Вот. Это вот что касается самых негативных трендов, которые мы наблюдаем и которые ожидаются вступят в силу в следующем году. Но есть и позитивная сторона. Например, позитивные новости о том, что в следующем году предлагают снизить минимальный процент начального взноса для получения ипотеки на жилье. Значит, какие изменения предлагаются и обсуждаются? Значит, хотят разрешить брать в долг до 90% стоимости жилья и уменьшить сумму первоначального взноса с 15% до 10% стоимости жилья. То есть, в принципе, это позволит большому количеству людей решить вопрос с жильем, взять его в ипотеку, ну, естественно, на свой страх и риск, потому что здесь есть несколько видов, как ты фиксируешь процент по ипотеке, либо ты на несколько лет соглашаешься с банком на определенный процент, который банк находит разумным сейчас, либо ты все время подписываешься на так называемую плавающую ставку и платишь процент по ипотеке в зависимости от рыночных условий в режиме реального времени.
Ну, большей части, естественно, я думаю, предпочитает фиксированную ставку на 3 года, например, зафиксироваться и через 3 года посмотреть, что будет выгодней. Для страны, которая в течение многих лет привыкла к нулевой практически ставке по ипотеке, то, что происходило последние 3 года, можно со всей уверенностью назвать каким-то штормом, когда люди реально скидывали свою недвижимость, потому что были не в состоянии платить платежи по ипотекам. Поэтому, наверное, этот кризис пытаются нивелировать с помощью вот такой вот меры, увеличить таким образом количество ипотечных выданных кредитов, снизив стоимость входа в ипотеку. Вот. Как это будет работать, посмотрим. Этот закон еще не приняли, но мы, как, так скажем, молодая семья, очень даже рады таким новостям. И это также стимулирует рост цен, естественно, потому что ожидается, что спрос вырастет. Так что те, кто уже купил квартиру в Швеции, мы за вас рады. Ну или дом, или виллу, или летний домик, в общем. У вас все будет хорошо. Цены будут расти. Предполагается, что эти изменения могут вступить с 1 апреля 2026 года, но статус у этого только как предложение, это еще не утвержденный закон. Проект, представленный правительством, он требует одобрения парламента и прохождения всей законодательной процедуры. Поэтому скрещиваем пальчики и надеемся, что получение ипотеки в Швеции будет более доступным. Ну и, конечно же, нас всех волнует вопрос безопасности. Как мы себя чувствуем в Швеции, в Европе, уровень преступности, вот это злополучные перестрелки между бандами стокгольмскими и не стокгольмскими. В общем, давайте немножко об этом поговорим. Ранее на канале выходил ролик про шведскую полицию, про то, что происходит, как мы это видим, как мы это чувствуем. И буквально на следующий день после того, как вышел этот ролик, поздно вечером к нам в подъезд зашел некий персонаж, который поднялся на наш лестничный пролет. Мы живем на последнем этаже. И он начал что-то кричать, стучать соседям снизу в дверь. Видимо, пришел к какой-то своей подруге и другу, я не знаю. Каким-то образом он смог открыть дверь или зашел с кем-то в наш подъезд. Ну и, в общем, он устроил свой какой-то балаган, выкрикивал что-то. Явно он был не трезв, а может быть даже под чем-то. На спине у него был рюкзак. В общем, мне нужно было выходить из квартиры, встретить товарища в аэропорту на машине. Но я решил заранее обезопасить себя, и мы позвонили в полицию. Позвонив в полицию, нам сказали, что мы уже не первые соседи, которые обратились, что, в принципе, меня уже радует то, что если что-то происходит за пределами твоей квартиры, то уровень самосознания такой, что я не буду ждать, пока кто-то позвонит, я сделаю это сейчас и сам. Вот. Мне сказали, что буквально 3-4 семьи уже обратились из подъезда, хотя у нас всего 8, наверное, семей на весь подъезд. То есть это очень круто. И мне очень понравилась фраза, которой полицейский закончил разговор. Он сказал что-то в стиле величайшего маркетолога Тинькова: «Дальше действовать будем мы». Очень порадовала эта фраза, и если задуматься, это прикольное окончание разговора, и именно то, что ты ожидаешь услышать от полиции, когда ты передаешь им какую-то информацию. В общем, как развивалась ситуация дальше? Мы наблюдали за персонажем в глазок дверной, нас было видно, и мы также наблюдали ситуацию, как происходило с нашего балкона. Значит, подъехала сначала одна машина, зашли полицейские, начали с ним вести беседу, не приближаясь к нему, на расстоянии одного лестничного пролета, пытались ему задавать вопросы: что ты, кто ты, зачем ты, что шумишь и так далее. И никакие переговоры с ним не работали, он постоянно что-то выкрикивал, кричал на них, махал на них, они к нему не приближались, вели себя абсолютно здраво, спокойно и продолжали вызывать подкрепление. Приехала еще одна машина, потом еще одна машина. В результате все кончилось тем, что около нашего подъезда приехало 4 машины. В каждой машине было минимум по 2 сотрудника. Они подготовились к проведению специальной операции по его захвату. Значит, повторяю, что мы все это наблюдали в дверной глазок.
Значит, что они сделали? Они включили все свои там эти нагрудные камеры. Отдельно сотрудник включил какую-то экшн-камеру или что-то, и весь процесс задержания они документировали. Я думаю, что они документировали и переговоры с этим товарищем. Так как у него был на спине рюкзак, видимо, с этим было связано тем, что, во-первых, он был неадекватен, во-вторых, у него был рюкзак, и фиг его знает, что там внутри. Они вызвали большое количество подкрепления. Потом они очень оперативно как-то на него набросились вчетвером. Каждый держал по руке, по ноге. Так как он начал в них плеваться, они достали специальный, значит, такой специальный пакетик прозрачный, который они надели ему на голову, чтобы когда он плевался сам в себя. Все это делали максимально деликатно. Повторюсь, снимали все это на видео. Я сначала пойду посмотрю. И после того, как они его, значит, скрутили, отделили его от его рюкзака, удостоверились, что там все безопасно. Некоторое время они подержали его на лестничном пролете вниз головой, чтобы он маленечко подостыл. И после этого начали его тихонечко вести в сторону автомобиля. Он продолжал кричать. После этого его посадили на заднее сиденье патрульной машины. Рядом с ним сел сотрудник. Его там приковали как-то наручниками к машине. И самая вишенка на торте то, что сотрудник, который его вез, он одел специальные наушники, которые подавляют шум. Вот знаете, такие строительные при работе перфоратором, может, кто-то пользовался. Вот примерно такие, чтобы пока он ехал и вез его в участок, тот ему, значит, не дай бог, не навредил его ушам, потому что он орал до сих пор и так далее. То есть, насколько экипировка продумана к тому, чтобы работать вот с такими персонажами. И все это было сделано буквально в течение там, 15-20 минут. В это время, конечно, наблюдая за всем этим в глазок, мы задавались вопросом, что же вы с ним разговариваете, его же надо уже как-то брать, понимаете? То есть у нас такой подход, что типа есть какой-то безумец, надо его поскорее скрутить и так далее. Тут мы увидели подход, что сначала мы пытаемся говорить, разговор не помогает, ну тогда давайте крутить. В общем, все отработано было оперативно, я успел в аэропорт. Вот такой вот был у нас опыт с полицией. Другой возможный минус Швеции – это, конечно же, оторванность от друзей и родственников с места, откуда ты приехал. В нашем случае из Нижнего Новгорода. В связи с этим возникает ситуация, когда хочется побыть вдвоем, и куда же девать детей? Ну, на это, собственно, у нас есть несколько ответов. Первый, самый очевидный, пойти просто всем вместе туда, вы хотите пойти вдвоем, но, как вы понимаете, это не работает. Второй вариант – это пользоваться различными видами сервисов, которые существуют в Швеции, в Стокгольме, типа MyNanny, Епстер и другие всякие сервисы, которые предлагают тебе зарегистрироваться, указать, какой вид пребывания интересует няня с детьми, там дневное, ночное, там еще какое-то. Ну и дальше попробовать несколько нянь, выбрать и, соответственно, через сервис там оплачивать услуги и так далее. Ну а потом, может быть, договориться лично и уже там на каких-то личных обязательствах так и так существовать. Ну и последний вариант, казалось бы, еще более очевидный, просто попросить друзей, знакомых побыть с детьми. Вот, мы, собственно, скорее вот последним вариантом мы иногда пользуемся. Значит, ну, кстати, в Швеции совсем не обидно то, что ты проводишь много времени с своими детьми, и у тебя, как правило, нет возможности никуда уйти. Так, в принципе, живут большинство шведских семей. Бабушки и дедушки, они не берут на себя надолго внуков. Они, как правило, живут свою собственную прекрасную жизнь в стиле лагом. Поэтому я не видел много бабушек и дедушек, гуляющих с детьми на постоянной основе, разве что на денечек там или еще как-то. Ну, может, я ошибаюсь, напишите мне в комментариях. Ну и, кстати, еще один способ, который мы с супругой практикуем, если хотим побыть вдвоем, мы просто берем выходной на работе и идем куда-нибудь на целый рабочий день, пока дети в садиках и в школах. Таким образом, можно немножко перезагрузиться, побыть вдвоем. Ну и последнее, о чем мы поговорим сегодня, это об уровне доверия в шведском обществе, которое ощущается в услугах, сервисах, магазинах и прочему.
Но, наверное, хороший пример этому наличие различных фермерских хозяйств, которые на трассе могут просто выложить свои товары, там, я не знаю, помидоры, огурцы, картошку, наклеить QR-код и сказать, если вы что-то покупаете, типа, пожалуйста, напишите в журнал, что вы купили, что вы забрали, и с вишем оплатите, типа, все окей, берешь, заходишь, уходишь. То же самое касается магазинов, которые существуют в некоторых регионах, 24/7 работающих, просто киоск, ты идентифицируешь себя через банк ID приложение, заходишь, берешь, что надо, оплачиваешь, выходишь. Тоже очень прикольно. Ну и это не только ограничивается такими простыми вещами, но, например, если ты идешь к врачу, и ты говоришь ему что-то, да, что у тебя что-то болит, то вряд ли тебе кто-то скажет, что ты давай тут это не привирай, это все туфта, что-то вы говорите ерунду. Как бы по умолчанию все равно тебе будут доверять и считать, что ты говоришь правду. По крайней мере, у нас так в нашем общении всегда было. Это очень приятно, очень классно, когда тебе доверяют, ты чувствуешь себя по-другому, ты больше доверяешь. И это способствует такому очень позитивному и без лишней как бы энергии, затрачиваемой на проверку там человека или еще на что-то, ты чувствуешь себя более комфортно. Ну и это же касается рынка вторичных вещей, когда ты покупаешь и продаешь что-то через Facebook Marketplace, через Blocket, через другие платформы, Vinted тот же самый. Очень все четенько, на доверии. Мы таких очевидных кидал, которые тебя чем-то обманули или что-то с тобой сделали, не встречали. В общем, вот так. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Желаю всем хорошего дня, здоровья и удачи. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Мы сейчас прогуляемся вот здесь по этому садику. Потом мы пойдем, там вот есть небольшое кафе. Посмотрим, может быть, мы хотим мороженого съесть. А потом пойдем в игровую комнату. С мороженым. После того, как мы съедим мороженое. Нет. С мороженым нельзя в игровую комнату, дочь. Можно.